Когда говорят о Германии и что тут посмотреть, вспоминают Берлин, Баварию, Кёльн, может, Нойшвайнштайн. Но есть одно место, о котором мало кто знает, и именно поэтому оно по-настоящему особенное. Это долина реки Мозель. Здесь виноград растет на отвесных склонах. Здесь делают лучший рислинг в мире, а время будто застыло, и ощущение, что ты попал в сказку. Я приехала сюда попрощаться с Германией, а уезжала с ощущением, что прожила маленькую жизнь. В этом видео мой маршрут на один день в Мозеле. Лучшие локации, что посмотреть, где перекусить. Будет Кохем, будет винный поезд, замок, подъем на самый крутой виноградный склон Европы и, конечно, вино. И все это с моими эмоциями, моими глазами на фоне моего прощания с Германией. Поехали! В Германию пришла жара. Запаслась шляпой, оделась максимально легко и еду смотреть свою мечту. Замок Кохем. Мне очень хотелось его посмотреть до окончательного отъезда из Германии. Время 8:20. Путь займет 3 часа 40 минут. Ну что, начинаем его. Когда говорят про вино, то вспоминают обычно Бордо, различные регионы Италии. Но есть на земле места, где виноград растет на склонах, на которых практически невозможно стоять. И здесь тоже есть свой Дольче фар ньенте, только по-немецки. Мы с вами в регионе Мозель, в городе Кохем, и сейчас будем изучать это прекрасное место. Это очень небанальное место, родина прекрасного рислинга, знаменитого на весь мир. Ну и просто здесь невероятно красиво. Если вы ищете место, где все выглядит как в кино, Кохем вас покорит. Это крошечный городок, как из немецкой сказки, на берегу реки Мозель. Население города около 5000 человек. Это настоящий музей под открытым небом и идеальное направление для неспешного путешествия. Я ехала из Дюссельдорфа с одной пересадкой в Кобленце на обычных региональных поездах. У меня Deutschland Ticket, это абонемент, поэтому стоимость всей дороги для меня 58 евро. Кохем известен с 9 века и долгое время принадлежал архиепископам Трира. Благодаря этому он сохранил богатую историю, а главное – удивительно цельный облик. Здесь уцелел старый центр с фахверковыми домами, мощеными улочками, уютными скамеечками. Ну и фонтанчики очень красивые. Кажется, что Кохем — это место, где время замедляется, а река, старые стены, запах винограда создают атмосферу, которой не передать на фото или видео. Здесь просто нужно побывать. Кохем кажется мне одним из символов slow travel в Германии. Кстати, за год это место посещают более 2,5 миллионов туристов со всего мира. Здесь никто не спешит, а каждый уголок словно создан для вдоха полной грудью и глубокого выдоха. Здесь, на этом месте, поселения были очень давно, еще со времен Римской империи. И со времен Римской империи, то есть это где-то 1-4 век до нашей эры, здесь выращивали виноград. То есть вот настолько винодельческая традиция старая. Поэтому отсюда всегда везут в качестве сувенира вина, горчица еще очень часто, такая как раз закусочная. Город невероятно красивый, как с открытки. Я очень рекомендую уделить какое-то время просто походить по улицам. Потому что я залипаю уже, наверное, полчаса, снимаю это все. Плюс я купила билетик на такой небольшой поезд по долине Мозель, и как раз сейчас на него сяду. Билетик стоит всего 8 евро, поездка длится 25 минут, очень, на мой взгляд, удобно. Долина реки Мозель — одно из самых живописных и труднодоступных винодельческих мест Европы. Здесь виноград выращивают не на равнине, а на головокружительно крутых склонах с наклоном до 80%. Почва сланцевая, она нагревается днем и долго сохраняет тепло ночью, передавая его лозам. Река сглаживает температурные перепады, создавая мягкий микроклимат. Все это делает Мозель идеальным регионом для рислинга, вина с хрустящей кислотностью, минеральностью и выразительным характером. Практически все население здесь коренное, люди живут поколениями, передавая винодельческие традиции от прадедов к внукам. Работать на склонах вручную очень тяжело, поэтому мозельские вина никогда не бывают по-настоящему дешевыми. Цена начинается где-то от 10 евро за бутылочку. Но в каждой бутылке не просто вкус, а история. Мозель — это не просто география, это Германия, которую хочется попробовать на вкус. Ну что, я поднимаюсь к замку Кохем. Подъем крутой, тяжелый, особенно в жару.
но я не могла не подняться, с учетом того, что я сюда приехала. Очень хочется посмотреть, что там внутри. Если вам нравится моя подача и контент про путешествия и миграцию, то подпишитесь, пожалуйста, на мой канал и поставьте лайк этому видео, я буду очень рада поддержке. У меня, например, есть целый плейлист про путешествия, но сейчас я живу в Лондоне и советую вам посмотреть мое видео про переезд из Германии в Лондон. Я купила билет в замок, и вот по каждую экскурсию расскажу вам, чем вообще интересно эта река, этот изгиб реки Мозель. По этой реке, на самом деле, проходила граница Люксембурга, Франции, Германии. И в 1985 году здесь было подписано соглашение, по которому все это пространство становится шенгенской зоной, хотя раньше границы здесь довольно сильно контролировались. Но с тех пор нет. И неудивительно, да, становится, что это винный регион в Германии, в довольно пивной стране, потому что рядом Франция, рядом Люксембург. И вайбы, конечно, идут оттуда. У замка тоже есть, скажем так, французский след и предыстория. Построен он был в начале XI века, но войсками Людовика XIV как раз он был разрушен, и с тех пор почти 150 лет он лежал в руинах. Но я уже рассказывала в одном видео про замок Драхенбург, что есть в Германии такая мода, что частные инвесторы часто восстанавливают и возвращают, скажем так, былое богатство некоторым местам. Вот, поэтому с этим замком произошло примерно то же самое. В 1868 году замок восстановил коммерсант из Берлина Луис Равене, тоже у него какие-то французские вайбы, да, чувствуются в фамилии. Ну вот, и он восстановил его так, как он видел с своей точки зрения средневековья. И поэтому вот то, что мы имеем, это, конечно, не оригинал, но, тем не менее, очень близко к этому. И все равно историческую ценность, конечно, невероятно представляет. Ну и трудно отрицать, что просто это очень красивое место, в котором я каждому желаю побывать. Здесь столько вдохновения, столько такой немецкой slow life, дольче фарньенты, как я сказала уже в начале видео. Ну что, экскурсия скоро начнется. Я иду к воротам. Когда заходишь внутрь замка Кохам, кажется, что попал в роман XIX века. Здесь, правда, не аутентичное средневековье, а как бы переосмысленное. Все в стиле рыцарской сказки, как ее представляли в эпоху романтизма. Кстати, внутри мне не разрешили снимать видео, но я наделала много фотографий. Залы просторные, с темными деревянными потолками, массивной мебелью, коваными люстрами. Почти в каждой комнате камины с резьбой, портреты, гобелены и витражи. Особенно атмосферно выглядит рыцарский зал. Длинный стол, старинное оружие на стенах, флаги, доспехи, как будто вот-вот зайдут гости на пир. Но есть и более домашние комнаты с плюшевыми креслами, книжными шкафами, расписными потолками. Все это оригинальный интерьер XIX века, когда замок стал не оборонительным сооружением, а дачей богатого бизнесмена. Тут не жили рыцари, тут отдыхали те, кто мечтал быть на них похожим. Финал экскурсии — терраса с видом на Мозель. С этого балкона становится ясно, почему замок построили именно здесь, 1000 лет назад. Он возвышался над рекой, которая в средние века была главной торговой артерией между Германией и Францией. Замок выполнял роль таможенного пункта. Тогда Мозель можно было буквально перекрыть. Между берегами натягивали цепь, которую поднимали или опускали по мере необходимости. Замок возвышается примерно на 100 метров над уровнем реки, и вид отсюда, конечно, по-настоящему захватывающий. Экскурсия заняла примерно час. В конце я решила, что пора сделать уже перерыв, перекусить и попробовать знаменитый рислинг, и села в ресторан при замке. Я могу сказать, что он мне не очень впечатлил, есть там фактически вообще нечего, там все пережаренное, это далеко не мой выбор. И я просто взяла себе бокальчик рислинга попробовать. Но он, конечно, подействовал невероятно освежающе, мне понравилось. Поела я уже в другом месте, в центре города, свое любимое качковское куриное филе. Ну что, я перекусила, купила сувениры. И я была бы не я, если бы я сейчас поехала домой, потому что мне интересно посмотреть на самый крутой склон, на котором вообще выращивают виноград в Европе. Ехать до него буквально 4 минуты, одна остановка от города Кохам. Речь идет о склоне и о виноградниках в районе Кальманд, и я туда сейчас направляюсь.
Возможно, я даже зайду на одну винодельню. Сейчас вам все покажу. Тут как раз очень хорошо видно, что у вот этих склонов сланцевая почва. Но к чему это я? К тому, что вот я смотрю на все это, понимаю, что это все образовалось много-много веков назад, до того, как была я, и будет еще много веков после того, как буду я. И меня такие моменты очень наполняют, потому что я как будто бы прикасаюсь таким способом к вечности и к тому, что постоянно, и к тому, что больше, чем вообще моя жизнь. Надеюсь, вас мои философские рассуждения не утомили. Буквально пару минут до поезда, и мы двинемся в Кальман. Если честно, жара сегодня просто адская, реально 35 градусов. Давно не было такой жары в Германии. Казалось бы, надо бы отменить такую поездку, но я не смогла, честно. Мне очень жарко, у меня просто все волосы, как у селедки, прилизались. Впечатление дороже, чем внешний вид. Зато впечатления эти я запомню, я думаю, надолго. Может быть, на всю жизнь запомню. Около 5 вечера я села на поезд РБ-81 из Кохама, и всего через одну остановку я оказалась на маленькой станции Эдигер-Эллер. У меня был план найти здесь винодельню, поговорить с виноделами, но он провалился, потому что, вы сами понимаете, вечер в Германии, все вымирает, уже все закрыто, поэтому я просто пошла гулять по деревушке Эллер. Очень красивое место с мощеными улицами, красивыми домиками, потрясающим видом на склоны. Здесь живет меньше 1000 человек, и почти у каждого своя история, винодельня, хотя бы виноградник за домом. Кстати, рядом со станцией начинается знаменитый маршрут по тропе Кальман-Клеттерштайг. Довольно сложный маршрут. Это, наверное, самая крутая винная тропа Европы. Это настоящий хайкинг по склонам, где виноград растет буквально по отвесной стене. Но если нет силы и времени, можно просто подняться до обзорной площадки, потому что вид оттуда тоже невероятный. Что я и сделала. Я просто поднялась посмотреть на закат. Говорят, если пройти дальше до деревни Брем, откроются еще более захватывающие пейзажи, но меня жара просто добила в этот день, я оставила это на следующий раз. Мы с вами у подножья. Кальманд — это самая крутая вообще гора, на которой растет виноград в Европе. И здесь вот с таким видом, наверное, стоит рассказать, почему, в чем вообще специфика Мозельского региона и винограда. Так как склоны в основном вот настолько крутые, собирать виноград с помощью машин практически невозможно. Поэтому вино, которое делается в Мозельском регионе, это чаще всего ручной труд. Что еще надо сказать, что вот настолько крутые склоны, большая часть из которых это 65 градусов, они позволяют винограду расти под правильным углом, что приводит к тому, что вино получается прямо вот нужной кислотности. И очень сильная такая минеральность чувствуется в этом вине. Семьи, которые занимаются виноделием, это на самом деле потомственные виноделы, то есть люди, которым веками просто принадлежат эти виноградники. У меня здесь возникает ощущение такое, что я чувствую, насколько здесь жизнь в каком-то смысле остановилась. Вот я прошла сейчас по городочку этому маленькому. У меня ощущение, что здесь, как будто бы сюда цивилизация не настолько добралась, насколько она добралась в большие города. Здесь до сих пор, видите, в почете ручной труд. Здесь до сих пор люди близко находятся к земле. И мне кажется, что за счет этого, как раз за счет того, что есть вот этот контакт вообще с физическим миром, люди как будто бы больше в моменте и больше чувствуют эту жизнь на кончиках пальцев. То есть как раз если мы говорим про Дольче Фар Ньенте, то есть, представьте, если вы обрабатываете такой огромный виноградник руками, под солнцем, это тяжелейший труд, но тем не менее это вас точно возвращает в текущий момент, в ваше тело, в момент здесь и сейчас и так далее. Я вот смотрю вот на все это сейчас, я просто не верю. У меня ощущение, что это пейзаж из сериала Lost или, что-то такое. Я просто в восторге, мне просто хочется на это смотреть. Вот, и встретить здесь закат. Я думаю, что Мозель — это фантастическая идея для путешествия. В принципе, я успела все за один день.
Вполне можно поехать на 2-3 дня и посмотреть все еще более подробно. Место фантастическое, то есть здесь время замедляется. Можно походить по винодельням, чего я не успела сделать. Насладиться природой, супер зелеными лужайками, просто, цвет реально невероятный. Я не представляла, что в жизни могут быть настолько насыщенные лужайки. У меня так получилось, что эта поездка, она для меня с Германией что-то вроде прощальной. Потому что через несколько дней мы окончательно забираем остатки вещей и уезжаем в Лондон. В какие-то моменты накатывала слеза, потому что я успела полюбить очень Германию, успела полюбить культуру. Сегодня почти весь день, несмотря на то, что у меня всегда были проблемы с немецким, я разговаривала только по-немецки, даже в кафе, где, казалось бы, и английский проканает. Мне так захотелось. Мозель — это жемчужина. Я очень желаю всем побывать здесь. Путешествуйте, наслаждайтесь этим прекрасным миром, который невероятно красив. Радуйтесь возможности видеть, слышать и осязать его. И я буду вам в этом помогать, снимая вот такие видео с идеями, маршрутами путешествий, своими впечатлениями. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, мне будет очень приятно. А я буду вас дальше радовать видео полезными, интересными и красочными. Всего вам доброго и до следующего раза. Пока!